Привет, друзья! Это вторая часть видео по преображению оригинала GTA 4. Если вы по какой-то неведомой мне причине пропустили первую часть, то обязательно перед просмотром данного видео посмотрите первое видео. Ссылка будет в описании под видео и справа в подсказке. Начав активно изучать моды для GTA 4, я обнаружил для себя интересный момент. Хороших модов, способных дополнить и улучшить оригинальную GTA 4, оказалось не так уж много. В большинстве случаев моды конфликтуют друг с другом, что полностью исключает возможность их использования. Чаще всего то, что подается как классная задумка, на деле оказывается неиграбельным шлаком. Моя же цель прежде всего сделать максимально играбельный вариант, при этом нужно максимально сохранить и передать атмосферу оригинала, что становится сделать все сложнее и сложнее. Я перелопатил просто тонны всевозможных ресурсов, сотни страниц с различными модами, и когда я думал, что годноты найти не удастся, мне все же удалось найти нечто интересное, на мой взгляд. А раз уж вы смотрите данное видео, значит мне удалось собрать все воедино. Вопросы, которые могут возникнуть у вас. Первое. Версия GTA у меня 1.0.7.0. На данном патче тестировал все моды. Советую вам этот патч, ибо с другими патчами возможна некорректная работа или вообще вылеты. Второе. Ссылки на все моды в описании к видео. Третье. Инструкции по установке тех или иных модов находятся в архивах с самими модами. Если возникли сложности с установкой, смотрите на YouTube по запросу «Как установить моды на GTA 4». Четвертое. Тут должен был быть еще один интересный пункт, но о нем вы узнаете, когда досмотрите данный ролик до конца. И давайте уже переходить к самим модам. Первый мод на сегодня — это новые HD дороги для GTA 4. Данная модификация похожа на оригинал. Дороги выполнены в более темных реалистичных тонах, а также обладают более высоким качеством. Большинство текстур полностью переделаны, заменены почти все текстуры дорог и тротуаров во всем Liberty City, но присутствуют в данном моде и старые текстуры. Это самый масштабный мод с новыми дорогами для GTA 4. Данный мод, на мой взгляд, неплохо вписывается в общую атмосферу игры. Дороги обновляют внешний вид игры, делая ее свежее. Они не выглядят чересчур новыми, присутствуют различные латки и трещины и многое другое, что и характерно дорогам большого мегаполиса. Ну а как вам? Напишите в комментариях, что думаете. Данный карпак заменяет весь наземный транспорт GTA 4, кроме мотоциклов. Все модели подобраны по образцам оригинальных моделей GTA 4. Модели транспорта соответствуют игровому времени, заменяемые модели хорошего качества, также хорошо подобраны настройки каждой модели. Никаких переворотов и прочих проблем с ними я не заметил, хотя протестировал абсолютно все модели из данного карпака. Оригинальными остались мотоциклы, воздушный транспорт и водный транспорт. Заменен весь спецтранспорт, различные грузовики и фургоны. Чтобы вы понимали, даже погрузчик тут новый. Данный мод имеет небольшой вес. После установки файл Vehicles весит менее 300 мегабайт, что просто шикарный результат для карпака, который заменяет практически весь транспорт игры. Также за время тестирования данного карпака я не заметил проблем с исчезающими текстурами, что редкость для подобных карпаков. Помимо всего вышеперечисленного, в файлах карпака есть дополнительные модификации. К примеру, настоящие названия для заменяемого транспорта, то есть если в игре у вас BMW, то и отображаться название авто будет как BMW. Помимо этого в архиве будут отредактированные файлы, которые понадобятся для выполнения заданий. Я имею в виду задания на угон тех или иных машин. В них присылается фото авто по SMS или на email. И в данном карпаке уже находятся отредактированные файлы, где уже изменены фотки на машины из карпака. Надеюсь, понятно объяснил. И еще для разнообразия трафика в архиве есть мод Traffic Load. Он способен разнообразить трафик, тем самым создав более разнообразный поток машин. Или же вместо него можно использовать моды, которые сейчас видите на экране. Принцип у них один и тот же. За все время моих тестов и спавна всего автопарка не было замечено никаких вылетов и багов. Так что кто желает сменить автопарк и не хочет тратить на это уйму времени и нервов, то советую данный мод. Да и тем более, если какое-то авто не понравится, всегда можно заменить на другое. Данный карпак — это хорошая база, которую можно легко переделать под себя. Ну а кому не нравятся реальные модели транспортных средств, то у меня для вас есть аутентичный мод, который добавит в игру транспорт из DLC Episodes from Liberty City. Этот мод переносит весь уникальный транспорт из The Lost and Damned и The Ballad of Gay Tony в GTA 4. Мод не заменяет транспорт из GTA 4, мод добавляет новые автомобили в игру. Все машины появляются в предназначенных для них зонах с правильным управлением, цветами и другими особенностями.
Всего в данном моде 51 уникальное транспортное средство из эпизодов. Если вы захотите заспавнить авто через трейнер, для этого нужно выбрать соответствующий раздел. Названия всех транспортных средств есть по ссылке в описании. Таким образом, с данным модом теперь у вас будет на 51 транспортное средство больше. Данный мод невероятно простой, но в то же время он добавляет интересную фичу. Возможно, все замечали, что при остановке автомобиля NPC у них загораются стоп-сигналы, что и естественно. Вот только такой фишки нет у глав героя. Когда мы останавливаемся в GTA 4, фонари не загораются, а данный мод добавляет эту фишку. Теперь при остановке транспорта главного героя будут загораться стоп-сигналы, что безусловно дополняет атмосферу игры и делает шаг в сторону реализма. В одно время я очень сильно хотел подобный мод, но, к сожалению, его не было. И вот спустя много лет я нашел его. Определенно любителям подобных мелочей зайдет данный мод. Единственный баг, который я заметил с данным модом, во время того, как авто стоит на месте, если попробовать повернуть руль влево или вправо, то колеса остаются прямыми. Но стоит нажать газ, и колеса сразу поворачиваются. Это единственный минус. Данный мод добавит в игру индикацию поворотников для авто главного героя. Теперь можно управлять поворотниками. С данным модом можно отыгрывать различные РП-ситуации на дороге, или же просто кататься по дорогам Liberty City по правилам. Заодно можно проверить, насколько хватит терпения. Поворотники не автоматические, они активируются нажатием клавиш. Есть левый и правый поворот по отдельности. Также имеется аварийка и режим, когда поворотники горят постоянно, без мигания. Данный мод в совокупности с предыдущим модом неплохо дополняет игру, внося новые реалистичные детали. Помимо мигания поворотников присутствует также и характерный звук щелкания реле. В общем, все как в реальной жизни. Мне определенно нравится данная модификация. Модификация заменяет стандартные иконки на аналогичные, но более высокого качества. Мод выполнен очень хорошо. Новые иконки выглядят просто отлично. В архиве с модом много различных вариаций иконок. Каждый сможет найти иконки на свой вкус. Также в архиве есть и цветной вариант иконок, поэтому каждый найдет свой вариант. Данный мод добавляет новые действия для пешеходов. Теперь действия пешеходов будут более разнообразными. К примеру, теперь пешеходы могут читать книгу не только сидя, но и во время ходьбы. Пешеходы будут реагировать на солнечную погоду. Восстановлено действие с расчесыванием, поправлением галстука, отряхиванием одежды. Теперь, когда пешеход стоит и бездействует, он может проверить свой кошелек. Больше действий было добавлено для индустриальных работников. Количество индустриальных работников было увеличено в 2 раза. Действие с питьем было восстановлено и улучшено. Теперь пешеходы могут пить не только кофе из стаканчиков, но и различные напитки из банок и бутылок. И еще многое другое. Это лишь небольшая часть из огромного списка исправлений. С данным модом пешеходы GTA 4 станут еще более живыми, а их действия разнообразными. А это не может не радовать. Продолжаем делать GTA 4 еще лучше. Данный мод исправляет текстуры лиц всех пешеходов оригинальной игры. Мод делает текстуры лиц пешеходов более детализированными. Теперь лица выглядят более четкими и насыщенными. Мод определенно добавляет свежести в игру, теперь пэды будут радовать вас своими четкими и детализированными лицами. Мод исправляет только текстуры лиц. В комплексе с другими исправлениями хороший мод. Я добавил его в свою сборку. В прошлом видео по модам я рассказывал про Simple Native Trainer. Он довольно-таки неплохой, прост в управлении и освоении, и достаточно удобен. Но когда вы наиграетесь с ним и захотите чего-то большего, рекомендую попробовать данный мод. В нем можно делать просто все. Такой вариации функций я даже не мог представить. Функций в данном тренере невероятное количество. В нем, к примеру, можно увеличить размер ника, менять HUD, спавнить все, что только можно в игре, даже заспавнить Coffin Dance в игру. И еще невероятное количество всего. Определенно рекомендую данный тренер, вот только после Simple Native Trainer в нем реально можно потеряться, и нужно привыкнуть к такому количеству функционала. Я думаю, все знают про колесо выбора оружия в GTA 5 и RDR 2. Согласитесь, им очень удобно пользоваться, вы можете открыть и сразу посмотреть, какое оружие есть и какие характеристики у него. Такое же колесо выбора оружия теперь будет и в GTA 4. Я не очень люблю заимствовать детали с более новых частей, но данная модификация действительно смотрится в четверке как то, что здесь всегда и было. При включении мода, так же как и в GTA 5, замедляется время, что дает возможность спокойно выбрать подходящее оружие, что особенно помогает в перестрелках, так как
листать оружие колесико мыши это уже прошлый век, да и не всегда это удобно. Я немного отредактировал мод, чуть-чуть доработал дизайн колеса под GTA 4 и также сделал включение колеса на нажатие колесико мыши. Также нажатием колесико мыши колесо выбора оружия исчезает, и им же можно выбирать оружие. Выбор оружия производится с помощью мыши, вводя в ту или иную сторону. Смена типа оружия происходит на клавишу Shift. Определенно хороший мод, которому стоит уделить внимание. Вот такая GTA у нас получилась. Какие моды возьмешь себе на заметку? Обязательно напиши в комментарии. В данном видео по модам для четверки я лишь показываю, какие есть моды для улучшения разнообразия оригинальной игры. Каждый что-то подчеркнет для себя. Все ссылки на модификации вы, как всегда, найдете в описании под роликом. Также все инструкции по установке присутствуют в архивах с модами. Все, кто считает, что оригинал лучше, отчасти я с вами соглашусь, но модификации способны обновить игру и внести разнообразие. Каждый делает свой выбор. Для тех, кто досмотрел до конца, 4-й пункт из начала видео. Если вы хотите, чтобы я выложил целиком сборку из данного видео, ну и из первого видео тоже, то давайте наберем 600 лайков, и я сделаю это. Информация позже появится в закрепленном комментарии, как только будет выполнена данная цель. Спасибо, что смотрели данное видео. Обязательно напишите, что думаете по данной подборке модов. Ну а у меня на этом все. Увидимся в следующих видео.